Первая мировая война стала кладбищем империй. Мы уже касались этой темы в нескольких других наших видео. Не поленитесь посмотреть наш плейлист, посвященный этой теме. Но сегодня мы отправимся прямиком в самую гущу передела земель на территориях обрушившейся Российской империи. Вы когда-нибудь сталкивались с понятием доппельгангер? Что ты сказал? Повтори. Допустим, вы не фанат литературы эпохи романтизма или игр в жанре РПГ. Тогда я расскажу вам, что доппельгангер — это некий двойник, злой близнец, вобравший в себя темную сторону личности. И вот как раз сегодня я расскажу вам о государстве Литва и ее собственном доппельгангере. Но, как обычно, мы начнем немножко издалека. Просто взгляните, как изменилась карта Восточной Европы от момента начала мировой войны в 1914 году до года 19. И на этих обуглившихся руинах возникло сразу два интересующих нас новых государства. Во-первых, это Республика Литва, а во-вторых, Речь Посполита Польская, она же Польская Республика. Для второй это стало сродни пробуждению от вековой спячки. Поляки читали в книгах и передавали друг другу в устных преданиях рассказы о той самой великой Речи Посполитой, которая когда-то была одной из сильнейших держав своего времени. Теперь же, оказавшись в середине дымящихся руин, оставшихся от германской, российской и австро-венгерской империй, они почувствовали, что могут воссоздать свое новое государство. Причем совершенно разными путями. Существовало сразу две основных альтернативы. Во-первых, это национальное государство, а во-вторых, это некая широкая конфедерация народов. Давайте назовем ее Междуморьем. В нашем рассказе нам пригодится как раз второй вариант. Главным сторонником идеологии Междуморья стал Юзеф Пилсудский, первый глава польского государства. Из забавного, его должность называлась не как-нибудь там типа президент или правитель, а начальник панства. Пилсудский был неординарным человеком и политиком и буквально грезил созданием того самого Междуморья. И, конечно же, под чуткой опекой польского государства и с поляками во главе. Оно должно было раскинуться от Балтийского до Черного и Адриатических морей. Этакая сверхстрана в форме треугольника. А главное в этом треугольнике будет Польша. И все это, конечно же, только для сдерживания Германии и России. Никаких амбиций, да-да. Кстати, обращу ваше внимание на тот факт, что Пилсудский родился в деревне около Вильна. Это современный литовский Вильнюс. Итак, как мы рассказывали в видео про Балтийское герцогство, весной 1918 года большевистское правительство России подписывает Брест-Литовский мирный договор с Германией. В том числе, по нему Литва должна получить полную независимость и от Германии, и от России. Германия, почувствовав кровь, просто, как бы это помягче сказать, забивает на его исполнение в Прибалтике. И 1 июля Тариба, а именно так назывался Государственный совет Литвы, объявляет страну литовским королевством с королем Миндаугасом I. Ну да, практически никаких махинаций от немецкого дворянства. Разве что настоящее имя Миндаугаса было Вильгельм фон Урах. А так по жизни он просто принц Германской империи и герцог младшей ветви Вюртембергского дома. Впрочем, ничего особенного. Парень простой я и обычный, может быть даже симпатичный. Но что еще смешнее, это решение литовская Тариба приняла без консультаций с самой Германией, поэтому кайзер проигнорировал эту новость. Немцы попросту вообще не собирались покидать Литву и просто продолжили ее военную оккупацию. Но время шло, и к концу 18 года Германская империя затрещала по швам. В ноябре Тариба отозвала свое решение о провозглашении монархии и стала республикой. Кстати, Миндаугас так и не приехал в свое королевство. А еще кайзер отрекся от престола, и повсюду стали появляться всякие там эльзасские советские республики. Да, о ней у нас было отдельное видео, и ссылка вас ждет сверху справа. Понял вас, понял. Но вернемся в Литву. И тут-то и начинается самое интересное. На фоне общего упадка в декабре 2018 года проходят выборы в Виленскую Тарибу, и к власти приходят, драматическая пауза, коммунисты. 8 декабря они провозглашают революционное правительство рабочих и крестьян Литвы. То есть к этому моменту в Литве действовало два непризнающих друг друга правительства. Одно под предводительством премьер-министра Агустинаса Вальдемареса, и второе коммунистическое, под предводительством, так, здесь давайте вместе сломаем язык, Винцеса Мицкевичуса Капсукаса. Никогда не повторяйте это дома.
Еще через 8 дней, 16 декабря, была провозглашена Литовская ССР. И тут как раз подоспела Красная Армия. Да-да, та самая ленинская. 5 января на смену уходящим немцам в Вильно вступает она, и 27 февраля 19 года провозглашает о слиянии Советской Литвы и Советской Белоруссии в единую страну под названием Литовская Белорусская Социалистическая Республика, или Литбел. Это интересная история, но о ней мы поговорим как-нибудь потом, отдельно. Но наш исторический винегрет еще даже толком не замешан. Чего вы не заметили за всеми этими сюжетными поворотами, так это того, что некоммунистическая Тариба при этом эвакуируется из города на запад, в город Каунас. И вот у нас теперь не 2 правительства в одном городе, а сразу 2 Литвы. И поскольку наш водоворот — это лишь один из кусочков гигантского пазла под названием 1919 год, то вспомним, что параллельно разворачивается советско-польская война. Многие современные историки уверены, что Каунасская, некоммунистическая Литва была бы непременно захвачена через секунду после победы большевиков в этой войне. Но большевики не победили. И после чуда на Висле Красная Армия лавиной покатилась на восток в едином бесконечном отступлении. Литовская Тариба в итоге тоже подключилась к наступлению польской армии. Но наша история оказывается запутана еще хлеще. Ведь еще во время успешного наступления Красной Армии в попытке обезопасить правый фланг на советско-польском фронте большевики подписывают Московский мирный договор с Литвой и официально в документах передают ей Вильно вместе с частью белорусской территории и упраздняя Литбел. Причем к договору прилагается секретный протокол о пропуске советских войск по Виленскому краю. Польский министр иностранных дел Сапега позже заявит: нет сомнений, что литовские военные стали союзниками Красной Армии, а правительство Литвы лишь инструментом советского правительства. И после всего вот этого происходит знаменитое чудо на Висле, и поляки переходят в наступление. А так как Красная Армия находится на территории Виленского края, они себя не ограничивают никакими границами на бумажках в советско-литовских соглашениях и просто берут Вильно. Но для начала это создает только некоторое напряжение между Польшей и Литвой, поскольку все еще они имеют общего врага – большевиков. И координируя против них боевые действия, им было не до грызни между собой. Но постепенно красная угроза начала отходить на второй план, и ситуация начала накаляться. По всей линии соприкосновения начались бои между поляками и литовцами, а некоторые города стали переходить из рук в руки. Поляки при этом вовсю готовились продолжать свою экспансию в Литву и этим не на шутку встревожили Лигу наций. Та принудила стороны сесть за стол переговоров и подписать Сувалкинский мирный договор. По нему определялась граница между двумя странами. Проводились демаркационные линии, и Вильно, хоть это и не было напрямую указано в договоре, но все-таки оставался Литве. Но почему же так? А тут как раз давайте вспомним про вторую политическую фракцию в Польше. Ту самую, которая не за Междуморье, а за национальную Польшу. Эта фракция во главе с Романом Дмовским к концу 1920 года взяла вверх во внутриполитической борьбе и победила фракцию Пилсудского. И этой фракции попросту не нужны были обширные непольские территории. Во-первых, это противоречило их национально ориентированному фокусу, а во-вторых, неприятно могло сказаться на каких-нибудь будущих выборах. К чему же все это привело? А к тому, что на всех переговорах и с большевиками, и с Литвой основными польскими делегатами были ставленники Дмовского. И именно это стало одной из причин того, почему поляки не стали добиваться присоединения Вильна и Минского региона на переговорах с Литвой и Советской Россией. 7 октября Сувалкинские соглашения были подписаны, но вы же помните, что Пилсудский все еще начальник панства. И пусть в столкновении джентльменов во фраках в Варшаве его сторонники проиграли, их все еще много среди военных и солдат. И знаете, что происходит 8 октября? Польский генерал Люциан Желеговский поднимает вместе с подчиненными ему частями мятеж. Его 14-тысячная первая литовско-белорусская пехотная дивизия берет оружие в руки и занимает город Вильно. Литовцы пытаются оказывать сопротивление, но на помощь Желеговскому приходят 2-я и 3-я польские армии. Но что еще важнее, само польское правительство разводит руками и публично открещивается от всех участников, а также осуждает мятеж, призывая исполнять Сувалкинский мир. К 10 октября город уже полностью под контролем частей Желеговского. Литовские власти покидают город, передают управление чиновникам из Антанты, но Желеговский решительно этого не признает и объявляет единственной легитимной властью в городе свою.
Его отряды продолжают наступление на запад, стремясь расширить зону контроля, а сам Люциан 12 октября провозглашает о независимости Республики Срединной Литвы или Среднелитовской Республики. Об этом он официально в дипломатических нотах уведомляет правительство Польши, представителей Антанты, а также, как бы это ни казалось странным, правительство Литвы. Но при чем же здесь Пилсудский и его эти поляки? Ведь все польские официальные лица открещиваются от мятежа, и даже начальник панства Пилсудский открещивается. Но на самом деле реальным зачинщиком этого демарша был как раз именно он, и Желеговский был лишь героическим наконечником этого заговора. Откуда мы об этом знаем? А тут все просто. Он об этом признался сам публично, спустя всего несколько лет. Но вернемся к мятежу. Войска новообразованной Республики Срединной Литвы продолжают наступление на вторую столицу Литвы, город Каунас. И в течение октября-ноября добиваются значительных успехов, подойдя к городу уже совсем вплотную. Но армии Литвы обычной все-таки удается перегруппироваться и отбросить Желеговского от своего основного города. На этом бои прекращаются, поскольку обе стороны уже измотаны настолько, что не могут продолжать сопротивление. Как итог, при посредничестве Лиги наций 27-29 ноября был подписан новый Каунасский договор. Так, наравне с общепризнанной Литовской республикой на карте появляется еще одна – Срединная Литва, которая теперь уже признана Лигой наций и самой Литвой. Единственным важным дополнением к этому договору стало то, что Лига наций по итогам переговоров активизировала усилия по проведению плебисцита в Вильно, который должен был решить дальнейшую судьбу всего региона. Но почему же Срединная Литва? Срединная между чем и чем? Так вот, задумка тут была такая. В состав Федерации Междуморья должно было войти не 2, а сразу 3 Литвы. Теперь 2 штуки стало. И там на даче еще 1. Во-первых, это Литва Западная, та самая со столицей в Каунасе, которая до сих пор существует. Во-вторых, Литва Восточная, та, что должна была появиться на территориях современной Беларуси. И, собственно, третья, та самая наша Срединная Литва. Символом нового государства стал красный флаг с польским белым орлом и литовским витязем, он же погоня. Вот такой вот польско-литовский синкретизм, напоминающий о былых временах польско-литовской Речи Посполитой. Но наконец-то боевые действия закончились, и теперь шла фаза дипломатических переговоров. В марте 2021 года обоим Литвам был предложен план Поля Иманса. План состоял из 15 пунктов, а основная часть сводилась к тому, что обе Литвы объединяются в Литовскую Федерацию, состоящую из 2 кантонов. Польша подписывает с этой федерацией оборонительный договор, а получает за это право пользоваться литовскими портами. План был предложен Западной, настоящей Литве, и Польше. Но Польша потребовала пригласить на обсуждение Литву Срединную, так как отрицала свое участие в создании этой страны. Литва настоящая отказалась звать своего доппельгангера и вышла из переговоров. Через полгода Иманс попробовал еще раз и выдвинул еще один план, но на этот раз уже обе стороны его раскритиковали. Но больше всего напряжения создавал тот факт, что в Срединной Литве была сосредоточена поистине гигантская армия. 27 тысяч человек для такого небольшого клочка земли с населением всего в 400 тысяч. Но новой войны все-таки не случилось. И в итоге 8 января 22 года Люциан Желеговский передал власть в руки гражданской администрации и распорядился о проведении всеобщих выборов. После агрессивной пропагандистской кампании в Срединной Литве прошли поистине демократические выборы. И хотя гражданами страны стали все люди, родившиеся на ее территории или проживавшие не менее 5 лет по состоянию на 1914 год, эти выборы были проигнорированы и литовцами, и большей частью белорусов, и евреями. По сути, на выборы пришли только поляки, которые, правды ради, тогда являлись основной этнической группой Вильно. Выборы не были признаны основной Литвой. И не мудрено, ведь новый Сейм Срединной Литвы уже 20 февраля передал просьбу о включении в состав Польши. И запрос был принят 22 марта. Ну и не прошло еще месяца, как в Вильно прошли массовые торжества, посвященные исполнению закона о включении Виленского края в состав Польши. Наконец-то воссоединение состоялось. И не в силах оказать сопротивление, Литва просто осудила эту аннексию дипломатически. А через год новые границы Польши были признаны Советом послов стран-победительниц мировой войны. На этом и заканчивается недолгая, но необычная история государства Доппельгангера, Срединной Литвы.